Наши утята уже совсем превратились во взрослых и важных уток. Хотя, пожалуй, нет, если бы они превратились в уток, это было бы просто прекрасно. Но, к сожалению, правильнее будет сказать, что они превратились в селезней. Из 10 утят у нас выросло целых 7 селезней. И это большая проблема. Пока такие споры скорее исключение, чем правило. И в нашем саду царит полная идиллия. Но я думаю, что ближе к весне полетят пух и перья. И начнется настоящая битва за прекрасных дам. Но одного парня нам уже удалось продать. За ним приезжали из самого Минска, и в его единовластном подчинении будет целая толпа красоток и даже свой личный доктор. Так как девушка, которая за ним приезжала, работает ветеринарным врачом. Но самое главное это то, что в том хозяйстве, куда он отправился, так же, как и в нашем, никто не ест уточек. И они так же, как и у нас, просто живут свою счастливую утиную жизнь. А вот так выглядит главное разочарование этого года. Это та самая роза Джульетта, которую я заказала на маркетплейсе Wildberries, и цветение которой я ждала почти целый год. Та самая Джульетта, которая должна была выглядеть вот так и никак иначе. Я раньше думала, что это случайность, что все мы люди и можем иногда ошибаться. Но в последнее время я так часто натыкаюсь на подобные случайности, что начинаю думать, что это делается специально. Больше никаких роз вслепую. Эту розу я в прошлом году покупала с бутоном. Быть может, эта роза и не сорта Саламансар, как мне об этом говорил продавец, но, по крайней мере, цвет у нее именно такой, о котором я и мечтала. И в вазе эти розы стоят просто превосходно. И еще одна похожая роза добавится в наш сад в этом году. Я даже не стала интересоваться названием ее сорта, но ожидается, что она будет из роз кустовых.
С семенами цветов в этом году тоже не все предсказуемо. Я посеяла 2 сорта календулы, цветение которых обещалось быть лососевого оттенка, очень напоминающего розовый цвет. Одни из семян действительно проросли цветами не оранжевыми, как это свойственно календулам, а приглушенного оттенка, чем-то напоминающего розовый. Но вот второй сорт расцвел ярко-оранжевыми, а где-то даже бордовыми цветками. Конечно, я все равно очень рада, ведь цветки календулы обладают различными лечебными свойствами. И возможно, что в цветках ярко-оранжевого цвета их гораздо больше, чем в цветках розового оттенка. А это аптечная ромашка, та самая, которую добавляют в успокоительные чаи. Не каждую ромашку стоит туда добавлять. Эти маленькие цветки по своим лечебным свойствам превосходят даже календулу. Этой ромашки у меня совсем немного, поэтому большая часть цветков пойдет на семена. И в следующем году наш урожай ромашек будет уже значительно больше. Ну а какой же урожай мы вырастили в теплице в году этом? А теплица у нас в этом году получилась прямо-таки интернациональной. Ранней весной мы получили хороший урожай лука, редиса, салата. Несколько растений салата я, как обычно, оставила на семена. И через некоторое время мы сможем собрать новый урожай без особых трудозатрат.
Огурцы в этом году я отсеивала 3 раза, и все 3 раза не совсем удачно. Поэтому, отчаявшись, посадила вместо них капусту. Но и это было не лучшим решением. По всей видимости, благодаря мне на нашей планете станет гораздо больше прекрасных бабочек. Это замечательно, но если вы вдруг когда-нибудь увидите, что я опять взялась за семена капусты, то строго-настрого запретите мне заниматься их посевами. Нам не повезло в этом году с огурцами, но зато урожай томатов очень даже порадовал. А на месте клубники сейчас созревает земляника. Укроп, щавель, ментоловая мята для ароматного чая, петрушка. Все это тоже выросло в нашей теплице в этом году. А также этот год порадовал нас большим урожаем ягод и фруктов. И полки нашей кладовой заполнились целой коллекцией фруктовых компотов.
Вишневый, смородиновый, клубничный, компоты из ёшты, крыжовника, ревеня и яблок, а впереди еще виноградные, сливовые, грушевые. Будем пробовать, дегустировать, выбирать самые вкусные и самые ароматные, которые, возможно, в будущем займут почетное место на полках нашего уютного магазинчика. Строительство которого, к слову, не стоит на месте. В прошлом году мы подлили фундамент и почти закончили возведение первого этажа. А в этом году уже легли балки перекрытий, практически выведены фронтоны. Закуплены брусья для мауэрлаты и стропильные доски. Мы движемся к тому, что вот-вот у нас начнет появляться крыша. А это окошко, из которого мы будем высматривать наших покупателей. С открытием магазинчика у нас появятся новые заботы, хлопоты, новые дела и обязанности. Но пока мы можем себе позволить немного расслабиться, собирая семена прекрасных цветов, любуясь их цветением и наслаждаясь пением птиц, которых в нашем саду превеликое множество.
Фу.